Привет, друзья! Привет, YouTube! Очень рад всех вас приветствовать здесь. И наконец-то все у меня сложилось, и я хочу в этом ролике рассказать вам о линейке портативных цифровых фортепиано от компании Roland, и линейка называется FP. Сейчас времена такие, что, конечно, товара вообще нет в наличии нигде абсолютно. Ну и в лучшие годы было тяжело собрать такую компанию вместе, чтобы сразу 4 инструмента. А я напомню, что в FP линейке 4 инструмента. Это FP10, FP30X, FP60X и FP90X. Так вот, чтобы все вот эти инструменты собрались в одном месте, и чтобы мне наконец-то можно было снять на них обзор и сравнить более-менее детально, такого еще не было. Но вот свершилось. Наконец-таки, и я спешу с вами поделиться мыслями по этому поводу. Тем более вы часто спрашиваете, чем модель FP10 отличается от 30X или 60 от 90X, вообще в чем разница, какую выбрать, что делать, куда бежать и как действовать дальше. Это видео призвано вам помочь. Надеюсь, оно поможет вам. Хорошая новость заключается в том, что даже бюджетная базовая модель в линейке FP10 заслуживает вашего внимания и пригодна более чем для обучения, потому что там потрясающая клавиатура и другие крутые технические характеристики, которые я вам потом расскажу. Ну и в конце специально обученный человек сыграет вам какие-нибудь произведения, я все нарежу, скомпоную и запись звука выложу на Яндекс.Диск, как обычно. Вы можете пройти по ссылке внизу в описании и послушать уже в комфортных для себя условиях. Прежде чем мы начнем, я призываю вас поставить лайк, ведь каждый лайк — это солнышко на небе. Это звездочка в небесах. Каждый лайк греет мое сердце, друзья. Лайк, подписка, комментарии. Очень приятно будет это все увидеть от вас. Раз, два, три. Понеслась заставка. Итак, Roland FP10. Компактный вариант, замечательный инструмент. Бывает только в черном цвете, в одном единственном классическом черном цвете. Клавиатура здесь класса PHA. PHA 4 Standard. 4 стандарт, такая же, как на более старших моделях этой линейки. То есть это означает, что здесь 3 сенсора, здесь 88 клавиш, молоточковый механизм, конечно же, клавиши под слоновую кость и под черное дерево. Приятная очень текстура. То есть даже на самой бюджетной модели линейки клавиатура такая же, как на более старших моделях. Полифония у этого инструмента 96 голосов, и уже есть поддержка акустических резонансов, что тоже редкость для бюджетных моделей. Проверяется это очень просто. Мое любимое упражнение. Зажимаем 3 клавиши, молоточек над струнами приподнимается у настоящего инструмента, и те же ноты зажимаем в другой октаве. И вот, слышите вот этот вот блаженный резонанс. Все эти резонансы, они участвуют в игре. Это все, конечно же, добавляет сочности звучанию. Внутри этого инструмента технология Super Natural, которой славится Roland. Это технология моделирования. Это означает, что каждый ваш удар — это не заранее записанный звук. Ну, и в том числе и заранее записанный звук. Но каждый раз он проходит через сложнейшую систему там математических и физических расчетов, вплоть до оплетки струны предполагаемой, вплоть до сил нажатия. И, в общем, каждый раз, каждое нажатие получается как бы новый уникальный тембр. Этот инструмент поддерживает только одну педаль, педаль сустейна, которая используется примерно в 99% времени игры на пианино. Идет в комплекте вот такая вот пластиковая педалька. Ее можно заменить на рояльную и вообще наслаждаться жизнью и ни о чем больше не думать. Трехпедальный блок здесь не поддерживается. Нужна ли вам эта функция, вы решаете сами для себя. Встроенных тембров в этом инструменте 15 штук. Здесь у нас и органы, конечно же, электропиано.
В общем, основные тембры встроены в инструмент, это 15 тембров, но в этом инструменте есть Bluetooth MIDI, и с помощью этого Bluetooth вы можете соединяться с приложениями. Для этого инструмента существует приложение Piano Partner 2. При подключении добавляется еще тембров и также расширяется функционал. Там некие настройки, обучалки появляются и много всего интересного. И количество тембров возрастает примерно до 37. То есть там уже прям гуляй душа, все, что хотите, будет у вас. Вы можете подключаться не только к приложению Roland, но и, допустим, к сторонним приложениям, к тому же самому GarageBand. Кстати говоря, сейчас, возможно, некорректная работа некоторых приложений, и я нашел лайфхак. Они хорошо работают через VPN. Без VPN в наши годы никуда, видимо. Для рекламодателей VPN вот здесь целый баннер пустой, так что пишите мне, поговорим. Тем не менее, GarageBand, кстати, работает без проблем, без VPN и всего прочего. И также, друзья, кстати, может быть, кто-то еще пользуется какими-нибудь приложениями на телефоне, которые можно использовать в связке с пианино. Если есть такие люди, напишите в комментарии, интересно узнать, что за приложение. Есть все основные разъемы. Это один разъем на наушники, мини-джек, MIDI для подключения напрямую к компьютеру, использование этого инструмента как MIDI-клавиатуры, разъем для подключения педали сустейна, USB для обновления. То есть вы скачиваете обновление на флешку, подсоединяете к инструменту, и инструмент таким образом перепрошивается, обновляется до актуальной версии. Ну и, конечно же, разъем для подключения педали сустейна. Давайте послушаем, как звучит инструмент. Акустика у этого инструмента 2 по 6 Вт. Вот здесь находятся динамики по 12 сантиметров, между прочим, диаметром. Не рекомендуется ставить вот так вот на стол, потому что вы закрываете динамики и получается не очень хорошее звучание. Поэтому лучше докупать стойку. Кстати говоря, в комплекте здесь идет пюпитр, вот такой вот замечательный. В комплекте идет педаль, которую я уже показал, педаль сустейна, которая 99% времени участвует в игре, но не перебарщивайте с этим. Также в комплекте идет сам инструмент, идет адаптер питания и инструкция на русском языке. Здесь же опять нужно понять для себя, что вам нужно. Либо X-образную стойку, либо деревянные ноги. X-образные ноги, соответственно, легко регулировать по высоте. Деревянные ноги это вы поставили устойчиво, ввинтили шурупы и уже никак его не повалить. Естественно, есть встроенные демо-пьесы, которые можно послушать. Естественно, есть метроном. Ну и, как уже сказал, есть встроенный Bluetooth MIDI. То есть ничего не нужно дополнительно подсоединять, докупать, без проблем соединяйтесь с приложениями. Bluetooth MIDI для работы с приложениями. Записывать именно внутрь устройства ничего нельзя, но вы можете, опять же, без проблем записывать либо в какое-то стороннее приложение, либо в приложение Piano Partner 2, либо подсоединив этот инструмент по MIDI кабелю в какой-нибудь секвенсор, то есть программу для записи. Вес этого инструмента 12,3 килограмма. Габариты инструмента очень маленькие, компактный инструмент, и он и в первую очередь позиционируется как переносной. То есть его, конечно, удобнее всего с собой брать куда-то на выезды, на репы, на концерты, на природу, на шашлычок. По дизайну у этого инструмента бросается в глаза минимализм. Здесь буквально 4 кнопки управления, кнопки громкости и кнопка Function, которая, в принципе, отвечает за все настройки. Под каждой клавишей есть какая-то конкретная опция. Зажимаете и выбираете то, что вам необходимо. Допустим, поменять тембр. Вот, поменял тембр. Только что прозвучали все аккорды, которые я знаю. То есть в чем неоспоримые плюсы Roland FP10? Компактность. Это один из самых компактных вариантов на рынке, при том, что клавиатура здесь такая же, как на старших моделях. То есть замечательная клавиатура. Также неоспоримый плюс это бюджет. То есть в данный момент, в данной ситуации, опять же в сравнении с другими брендами, это достаточно бюджетная модель. При том, что здесь уже и полифония 96 голосов, и есть поддержка искусственных резонансов, не искусственных, акустических резонансов. И также здесь есть Bluetooth. Я думаю, что вряд ли вы кого-нибудь встретите по этой цене такие характеристики.
И, конечно же, есть здесь базовые функции, такие как соединение двух тембров в один. В общем, отличный инструмент за отличные деньги и заслуживающий внимания как для начинающих, так для продолжающих, так для профессионалов и заканчивающих свою карьеру музыкантов. Клавиатура замечательная, вы можете подсоединить его к компьютеру, в связке с компьютером работать, и при этом иметь отличную клавиатуру и любые звуки и весь обширный функционал, который предлагает вам компьютер. Более подробно об этом пианино я рассказывал вот в этом ролике. Бюджетные пианино до 40 тысяч рублей. По-моему, назывался это так когда-то. Сейчас, конечно, немножко все подорожало, но куда деваться. Инструмент, тем не менее, по-прежнему хороший и актуальный. Roland FP10, безусловно, хорош. Хорош своей портативностью, своим функционалом. Но что делать, если вам нужно что-то помощнее? И тут на арену выходит FP30X. Сразу же, сходу, отличие главное в чем? Это цвет, конечно же, нас всегда это волнует. Есть черный и белый цвет. В чем же еще глобальное отличие? Здесь уже 256 голосов полифонии, то есть показатель во много раз больше, чем 96. 96 было на 10-м. Клавиатура здесь такая же, как на FP10. PHA4 Standard. Либо PHA4 по-нашему, то есть трехсенсорная, молоточковый механизм, конечно же 88 клавиш, то есть тоже отличная, потрясающая клавиатура. Звуковой движок все тот же Supernatural, все то же моделирование, то есть это вы можете услышать, если даже нажмете ноту и будете вслушиваться в то, как она постепенно угасает. Здесь нужно обратить внимание именно на окончание фразы, то есть у некоторых инструментов, не будем говорить, называть имена и фамилии этих инструментов, но тем не менее бывает слышно, что финальный отрезок ноты это зацикленная фраза какая-то, и там такой вау, вау, вау. В этой модели уже есть поддержка трехпедального блока. Если он вам когда-нибудь понадобится, когда ученик превзойдет учителя, когда уже все будет освоено, что нужно, трехпедальный блок докупается отдельно и подключается без проблем к этому инструменту, то есть в отличие от F50. В комплекте, конечно же, пюпитр в цвет пианино, одна педаль пластиковая, такая же, как на F50. Педаль вот такая вот. Ее, опять же, можно заменить либо на рояльную, либо на трехпедальный блок в дальнейшем. Ну, кстати говоря, я бы рекомендовал сразу заменить ее на рояльную, на педальку такую железную, потому что, как оказалось, в носках на таком не очень удобно играть. Довольно-таки больно. И плюс она прыгает, скачет, ну, не так комфортно на нее нажимать. В комплекте идет сам инструмент пюпитр педаль. Инструкция на русском языке. Опять же, здесь нужно докупать подставки, либо X-образные, либо деревянные. Здесь уже, в отличие от F50, 56 встроенных тембров, только встроенных, помимо тех, которые еще можно открыть, подключив этот инструмент к приложению Roland. Здесь уже приложение Piano Everyday, это обновленное приложение, то есть раньше было Piano Partner 2, вот с которым работает F50, а сейчас обновили приложение, причесали, как-то довели еще до совершенства, и теперь в новой актуальной модельке X с X, FPX, 60X, 30X, 90X работает приложение Piano Everyday. Так вот, подключив это приложение, добавляются еще тембры, их становится что-то порядком 300 или около того. Давайте послушаем, как звучит этот инструмент. И здесь уже есть вот такие вот встроенные тембры, допустим.
Сейчас. Вот такой. Конечно, вам сложно будет передать всю мощь этих колонок, но здесь колонки по 11 Вт. Напоминаю, что F50 были по 6 Вт. Это, конечно, придает более широкий динамический диапазон, и такая мощь прям из него идет. И в этом инструменте уже помимо Bluetooth MIDI, который позволяет вам соединяться с приложениями, в том числе там роландовским приложением и GarageBand, есть Bluetooth Audio, который позволяет использовать этот инструмент как отличную огромную колонку, причем две колонки. То есть вы можете прямо с телефона запускать сюда мелодии, слушать и заниматься под них. И, кстати, друзья, более подробный обзор на эту модель я уже снял. И опять же, если получится, у меня будет вот здесь ссылка. Если не получится, то обязательно сделаю ссылку внизу в описании. Переходите, смотрите, там много-много полезной информации именно по этой модели. И здесь уже есть автоаккомпанемент, опять же, через приложение. Также в этой модели доступны более тонкие детальные настройки через приложение Piano Designer. Там вы можете и Brilliance, окраску менять, более ярко, более звучно делать, более глубоко. Ну, то есть возиться как хотите с тембром, если вам это нужно. Но я и напоминаю, что приложение может работать некорректно. Бывает, что нужно включать VPN. Также глобальное отличие от F50 по разъемам. Здесь есть дополнительные линейные выходы на левый и правый канал. То есть вы можете прямо полноценно куда-то вывести звук в стерео. Также здесь есть MIDI-выход, конечно же, для подключения этого инструмента к компьютеру напрямую. Также здесь есть разъемы под одну педаль и разъемы для трехпедального блока. Ну и также разъем для USB. Опять же, отличие этого инструмента от F50 заключается в том, что сюда уже можно записать одну мелодию. Нажимаете кнопочку. И мелодия записана. Как обычно, когда слушаете себя со стороны, вы понимаете, над чем нужно поработать. Также, в отличие от F50, здесь уже есть не только соединение двух тембров. Делается это очень просто. Но и разделение клавиатуры на две разные зоны тембрально. Соответственно, в левой руке вы можете выбрать один тембр, в правой руке другой. Колонки стали гораздо мощнее. Здесь они по 11 Вт, в отличие от 10-го. В 10-м они были по 6 Вт, напомню. Поэтому звук здесь, конечно, мощный, как никогда. Здесь спереди располагаются два разъема для наушников. В F50 был один разъем. То есть здесь вы можете, в принципе, занимаясь с учителем, и ему надеть наушники, и себе. И никого не отвлекать, никому не мешать. Но 30X уже значительно тяжелее, чем F50. То есть здесь уже 14,8 килограмм. Можно, допустим, вот так вот сделать. Вот так. Нет, давайте вот так. И в FP30X у нас уже есть дополнительные кнопки управления, чтобы было быстрее и проще. Размеры позволяют, все вынесли на лицевую панель. То есть это переключение между банками, разделение клавиатуры на две части, метроном, запись, регулировка громкости, ну и все самое необходимое. Что-то еще, опять же, как и в случае с любыми портативными инструментами, находится под каждой клавишей. В инструкции более подробно написано, за что отвечает та или иная клавиша. И все становится гораздо проще, когда вы подсоединяетесь к приложению. Потому что можно прямо из приложения выбирать тембр, менять скорость метронома,
записывать что-то и так далее. И здесь, как я уже сказал, есть вот такая функция – аккомпанемент. Что-нибудь другое, пободрее хочется. Очень бодрое. Ого, птички. То есть еще раз, главное отличие FP30X от 10. Это мощность динамиков, практически в 2 раза мощнее здесь акустика, то есть что дает более широкий динамический диапазон, ну и более яркое звучание. Также здесь полифонии 256 голосов, что тоже увеличивает красочность звука. Там было 96. Дополнительные выходы под 2 пары наушников и под внешнюю акустику. Тоже 2 линейных выхода, левый и правый канал. Работа с приложением, то есть более широкая возможность использования приложения, есть аккомпанемент, больше тембров дополнительных. Ну и надо сказать, что он тяжелее, почти 15 килограмм весит этот инструмент. Поэтому не так, возможно, уютно вы будете сидеть с ним на кроватке. И также здесь есть Bluetooth аудио. И возможность записи. Здесь можно записывать внутрь устройства. И самое важное, трехпедальный блок. Здесь уже мы перешли ту грань, когда трехпедальный блок не поддерживался. В этой модели он уже поддерживается. Если вам это очень важно. И вот мы переходим к следующей модели линейки FP60X. Также, как и FP30X, существует в 2 цветах, в белом и в черном. Клавиатура здесь тоже PHA4, такая же, как на FP30 и на FP10. Замечательная клавиатура, что еще раз нам говорит, что эта клавиатура реально заслуживает вашего внимания и удовлетворит любые потребности. Полифония, как и на FP30X, тоже 256 голосов. Этот инструмент тоже работает по технологии Supernatural моделирования. Естественно, тоже любое нажатие отрабатывается, высчитывается и максимально подводится к настоящему звучанию, такому как у акустического инструмента. То есть клавиатура прекрасная, звук прекрасный. Этот инструмент тоже, как и FP30, поддерживает трехпедальный блок, но здесь есть веское но. В комплекте идет педаль рояльного типа с полунажатием. Кстати, поправьте меня, если я не прав, но, по-моему, только у Roland есть именно функция полунажатия, то есть когда педаль как бы наполовинку работает. Также в комплекте вы уже видите такой под стекло пюпитр, он не чистое стекло, я думаю, что это какой-то пластик, но выглядит уже, конечно, намного презентабельнее. Повторюсь еще раз, что к этому инструменту, как и к предыдущим, можно докупить либо X-образные ножки, либо деревянные. Соответственно, белые, либо черные. И вот так он будет выглядеть. Сейчас вот картинка какая-нибудь здесь появится где-нибудь рядышком. Эта педаль, кстати, вот может делать вот так вот. Вот так вот, вот так вот. И тогда вы вообще сами ногой фиксируете, и вообще она никуда не убежит. В модели 60X уже более 300 тембров, и все они встроены. И для этого не нужно, как в случае с 30X либо с 10 подключать приложение. То есть здесь уже весь функционал, большая его часть, встроена внутрь инструмента. Также здесь появился экранчик, на котором видно всю информацию, которая актуальна и необходима. Переключаемся. Также относительно Roland 30X есть и разница в разъемах. Здесь тоже есть 2 разъема под наушники. Здесь также есть выход на внешнюю акустику, левый и правый канал, под трехпедальный блок, под отдельные педали раздельно, причем есть даже разъемы. Есть также, конечно же, MIDI выход для подключения этого инструмента к компьютеру. Также есть input, это для того, чтобы напрямую шнуром подключаться сюда и через динамики воспроизводить мелодию. Но еще здесь есть разъем для микрофона. Сюда вы можете подсоединить микрофон. Это уже глобальное отличие. Вот есть даже отдельный ползунок для громкости микрофона. Также есть USB, и здесь можно производить запись на флешку.
помимо внутренней записи. Как мы помним, в FP30X колонки были по 11 Вт, здесь уже колонки по 13 Вт. Вы можете сказать, что разница небольшая, но на самом деле это ощущается. Когда вы прям в лоб слушаете, вот так там, в лицо поток звука идет, вы ощущаете, что все-таки нет-нет, а диапазон становится шире и звук становится глубже. Опять же, в отличие от Roland 30X, здесь можно записывать несколько композиций в память устройства, либо на флешку. Также глобальное отличие между 30X и 60X в том, что здесь появляется много дополнительных контроллеров и ручек. И на самом деле это очень помогает в эксплуатации. Здесь же есть эквалайзер. Вы можете прямо не заходя ни в какое приложение поменять звук. Поменять оттенок звука, скажу так. Басы. Можно высокие прибавить, убавить. Давайте немножко вот так серединку выделим. Также очень удобно, что есть вот эти вот ползунки, которыми можно регулировать громкость нижних и верхних регистров. То есть, допустим, вы разделили клавиатуру на две части. Вот. И хотите сделать потише левую руку или погромче. А правую руку, наоборот, давайте вот сделаем громче, а та будет потише. Или еще тише, допустим, я хочу. Это тоже очень удобно, и в случае с аккомпанементом тоже классно срабатывает. Здесь все подписано, и вы понимаете, где вы находитесь и что вы выбираете сейчас. Еще здесь добавилась функция My Stage, и даже за это отвечает специальная кнопка. Нажимаете, и можно менять модель помещения, как будто бы вы слышите в холле. И также, в отличие от 30X, здесь уже добавлена технология 3D Headphones, так она называется. Сложно объяснить ее словами, но смысл в том, что когда вы надеваете наушники и начинаете играть на фортепиано, у вас создается полное впечатление, что звук идет не из наушников, а именно от фортепиано. Это сложно сказать, но это офигенно, это ощущается очень классно. И еще здесь есть банки памяти, то есть накрутив какие-то настройки, там тембральные, свои специфические, соединив там какие-то тона, типа пиано и орган, допустим, ох, как громко. Мощно. А вы можете их сохранить для быстрого доступа. Конечно же, здесь есть, как и на FP30X, Bluetooth MIDI и Bluetooth аудио. Конечно же, вы можете соединяться с приложениями по Bluetooth, в том числе и приложением Roland, как я уже говорил, это аккомпанемент, допустим. Вот он звучит. Сейчас это приложение работает через VPN, поэтому немножко вот так подтормаживает. Но с другими приложениями, типа, опять же,
того же GarageBand, никаких задержек не возникает, там все работает четко. Этот инструмент можно подключать еще и к Piano Designer, называется это приложение, где можно еще более филигранно тоже как-то регулировать настройки этого инструмента. Причем каждую ноту можно, если вы хотите, как-то подстроить под себя, если есть такая необходимость. То есть здесь есть Bluetooth MIDI для связи с приложениями различного рода. Также есть Bluetooth аудио. Но если FP30X весил 14 с чем-то до 15 килограмм, этот инструмент уже весит 19,3 килограмма. То есть уже, конечно, посолиднее. Но надо сказать, что к таким инструментам существуют чехлы. И причем чехлы на колесиках. То есть если все-таки вы хотите этот инструмент, то ничего вас не остановит. И вот сейчас мне как раз хочется, чтобы немножко больше было высоких частот. Вот так хочу я. Вот хочу. Вот. Вот получил. Хотя серединки тоже можно добавить. Короче, как любой музыкант, я делаю просто. Я выкручиваю все на полную. Вот так вот. И все работает отлично. Нет. Не делайте так никогда. Может быть, вот так. Вот, хочу так. Ну-ка. Опять же, здесь есть вот такие вот ползунки. То есть вы хотите, чтобы клавиши были слышны громче, а струнные потише. И вот я загрузил приложение Piano Designer. Это приложение для тех, кто еще более хочет подстроить звук под себя. Ну просто жить не может, чтобы что-то вот немножко не поковырять, не потыкать и не послушать. Здесь можно, не знаю, громкость удара молоточка по струне добавить либо убавить. Есть 100 степеней нажатия клавиатуры. Либо вот очень тяжело нажимается. Ну, то есть, естественно, что там ничего не прибавляется, не убавляется, просто сенсор, который находится под клавишей, он становится либо более чувствительным, либо менее. Сейчас вот максимально нечувствительный. А вот сейчас максимально чувствительный. Также можно пресеты какие-то устанавливать. Vienna Concert. Какой глухой стал звук. Либо джазовая сцена. То есть вкратце, что мы имеем? Roland 60X. Глобальное отличие от 30X – это мощность колонок, это дополнительные входы, вход для микрофона в том числе. Также отличие в том, что появились дополнительные ползунки для удобства управления. У вас появился экран, вы здесь все наглядно видите. Также есть технология, не забываем, Headphones 3D. Также отличие в том, что у нас идет более царская комплектация. Это уже вот такой пюпитр нарядный. Это педаль, которая рояльная с полунажатием. Плюс появляется возможность сохранения звука, банков, пресетов. То есть вы можете быстро сохранить и потом воспользоваться. Сюда можно записать уже не одну композицию, а более одной композиции. Плюс возможно записывать на USB флешку. То есть все стало еще более удобно, более ярко, но и немножко погабаритней, потяжелее. Сложная дилемма, сложный вопрос. Хотя клавиатура, опять же повторюсь, что она такая же, как на 10 и 30X. И вот мы медленно, но верно подобрались к боссу этой линейки FP90X.
Как заверяет Roland, здесь все возведено в совершенство. Начнем, пожалуй, с клавиатуры. Клавиатура здесь класса PHI 50, если я правильно сочетаю слова. PHA 50. PHA 50. А это значит что? Значит, что она деревянная. То есть здесь идут деревянные вставки, ну, гибрид пластика и дерева. То есть если вот нажать вот так вот, можно увидеть дерево и даже почувствовать дерево. Это уже тактильно, даже греет морально и психологически, как-то греет душу музыканта. Это также влияет на вес клавиш, на отдачу клавиш, на то, что они совсем по-другому реагируют на нажатие. Они более стабильные. То есть, по сути, это вообще настоящая клавиатура. Если в предыдущих моделях это было пластик, так или иначе, под слоновую кость, либо под черное дерево, то здесь это просто как бы настоящая клавиатура. Я не могу сказать, что в предыдущих моделях были какие-то другие плохие ощущения, но здесь совершенно как бы другое. Это другое. Вы не понимаете, это другое. Также глобальное отличие — это полифония. Здесь новый движок. Если у предыдущих моделей был движок моделирования Supernatural, то буквально год назад, по-моему, Roland прокачал этот движок, сделал его еще более доскональным, то есть там учитывается еще больше каких-то факторов физических моделей. Он называется Pure Acoustic Piano Modeling. В общем, еще лучше, еще детальнее, еще более настоящее. Так хорошо, что даже не верится. И мне кажется, что реально ощущается, что процессор стал каким-то другим. То есть вот этот сам звук немножко с другим оттенком. Также из-за чего вот как раз я слышу сейчас малейшие вот эти нюансы, здесь другая акустическая система. Если в 60X было 2 динамика, то здесь уже 4 динамика. 2 по 25 Вт и 2 по 5 Вт. То есть это максимально широкий динамический диапазон. Вы слышите все звуки, любые частоты, и все звучит вот так вот сочно и бархатисто. Конечно же, поддерживается трехпедальный блок. В принципе, вот назовите, что хотите, здесь это поддерживается. Трехпедальный блок, конечно, поддерживается. Причем в комплекте тоже, как и в случае с FP60X, идет уже вот такая рояльная, солидная педаль. То есть не пластиковая, как в 10 и в 30X, а вот такая вот. Также в комплекте идет, как вы видите, вот такой вот пюпитр, адаптер питания и, конечно же, идет инструкция на русском языке. Опять же, что докупить, какие ноги, деревянные либо X-образные, выбирать в первую очередь вам. Существует этот вариант в двух цветах, классический черный и белый. Огромный выбор. По разъемам, дополнительным входам, выходам, все есть, вообще все. Вот здесь, как и в случае с 60X и с 30X, находятся разъемы для подключения наушников. По 2 пары, естественно, все серьезно, все солидно. На задней панели у нас есть линейные выходы для подключения еще более мощной внешней акустики, если есть такая необходимость. Также есть MIDI USB, который подключает этот инструмент к компьютеру, и можно использовать эту замечательную клавиатуру как MIDI клавиатуру. Также есть 5-пиновый вход и выход, соответственно, кому он нужен, тот знает, зачем это надо. Конечно же, есть возможность подключать USB, флешку. Естественно, выходы для подключения трехпедального блока, для подключения одной педали, либо педали по отдельности, если вам нужно. И еще здесь, как и у 60X, есть возможность подключать микрофон. Но если в модели 60X вы могли просто подключить микрофон и как бы этим ограничиться, то здесь вы можете подключить микрофон и повесить какую-нибудь обработку. То есть здесь есть какой-то минимальный вокальный процессор. Вы можете добавить эхо, можете ревера. И что интересно, что отличает эту модель от предыдущей, то что на тона пиано полифония безлимитная. То есть на остальные тона, на электропиано, на органы и все прочее, здесь 300 тембров плюс-минус. За полифонии 256 голосов. Но на банк-пиано она безлимитная. Делайте, что хотите. Как настоящий инструмент.
Ох, как заводится, ах, как реагирует. И, конечно же, как и в случае с 60-й моделью, здесь все регулировки, все кнопки вынесены на переднюю панель, на экран, чтобы можно было удобно переключать и пользоваться. Тот же эквалайзер. Вот, допустим, я хочу поднять серединку, хочу и делаю. Или опустить. Регулировка сразу же частей. Допустим, если вы объединяете два звука. Хоп. Ох. И, допустим, я хочу, чтобы из этих двух звуков пианино звучало громче. И вот. Конечно же, можно сохранять банки пресетов, то есть вы создали свой звук и сохранили его, чтобы можно было быстро выбрать при необходимости. Ну и, конечно же, здесь есть поддержка вот этого вот 3D Headphones, которые, когда вы надеваете звук, вы понимаете, какие-то чудеса происходят с вами, и понимаете, что звук идет не из наушников, а как будто бы вот отсюда. Ну и полно, естественно, других крутых тембров. Так вот. Но благодаря всему вот этому, благодаря тому, что здесь клавиатура деревянная, благодаря тому, что здесь уже 4 динамика, весит этот инструмент 23,6 килограмма. То есть такой уже, конечно, в дамской сумочке не потаскаешь. Как я уже сказал, здесь есть Bluetooth MIDI и Bluetooth Audio. Bluetooth MIDI, повторюсь, служит для того, чтобы соединяться с приложениями, в том числе и роландовскими приложениями. Это Piano Everyday, что добавляет ему автоаккомпанемент, и Piano Designer, что позволяет вам еще более тонко и филигранно настраивать дополнительные тембры. И также здесь есть Bluetooth Audio. Я думаю, что мощь этих колонок просто любо-дорого использовать для того, чтобы прослушивать через них свою любимую музыку. Конечно же, есть барабаны тоже. И вот я подключился к приложению, чтобы показать вам, что здесь есть аккомпанемент, как минимум. Есть аккомпанемент, есть развивающие игры, тоже чтение нот, либо отгадывание нот на слух. Есть песня, ее можно разучить. Здесь идут ноты. Вот здесь. Конечно, на планшете попроще. Вы можете замедлить, ускорить, все что угодно. Можете сделать вид, что это вы играете. То есть такое приложение есть, опять же, Piano Designer, как и в случае с Roland FP30X и FP60X. Ну и вот здесь залазите в какие-нибудь глубокие, супер глубокие настройки. Можно даже отдельную ноту регулировать. Слышите?
То есть я просто подвинул одну ноту по звучанию. И можно, конечно, просто вкратце сказать, что это просто веха в искусстве роландостроения. Да, можно сказать, что здесь самые лучшие технологии, самый лучший звук. Опять же, учитывая портативность инструмента, можно сказать так, а можно сказать, что здесь клавиатура деревянная, в отличие от предыдущих моделей. Она так сильно другая. На самом деле это сложный вопрос, может кому-то она и не зайдет, но факт есть факт. Это превосходная клавиатура и, в принципе, одна из лучших на рынке. Звуковой движок прокачали, так прокачали, звучит просто сказочно, звучит как вот настоящий инструмент. Микрофон, опять-таки, не просто микрофон подсоединяется сюда, а уже можете вешать эффекты микрофонные какие-нибудь. Все здесь сразу под рукой. В принципе, Bluetooth постольку-поскольку можно обойтись без него, потому что все тембры тоже здесь уже, как у 60X. Все ручки, эквалайзеры, крутилки, вертелки, экран, на котором все видно и понятно, все есть. Любые входы, выходы для любого подключения тоже есть. В комплекте замечательная педаль и пипитер. Собственно, вот так. Ну что, друзья, вот так обстоят дела в линейке Roland FP серии. Какой инструмент выбрать, вы решайте сами для себя, потому что здесь, конечно, большой простор для фантазии. Опять же, все зависит от бюджета, все зависит от необходимости. Нужно решить, для чего вам нужен этот инструмент. На каждом из этих инструментов можно и нужно заниматься. У всех превосходная клавиатура и, опять же, характеристики выше среднего, гораздо выше среднего. Ну и, опять же, нельзя очевидно сказать, что вот если есть деньги, то берите сразу FP90X. Потому что он тяжелый, конечно, нужно понимать, что с таким инструментом, наверное, не очень будет легко перемещаться в пространстве. Поэтому здесь уже можно смотреть какие-то в модели FP10 либо в FP30X. Ссылка на Яндекс.Диск с аудиофайлами внизу в описании, и там же сделаю ссылки на детальные обзоры вот на каждый из этих инструментов. Друзья, надеюсь, это видео было полезным, доходчивым и понятным, и это видео поможет вам определиться с выбором моделей для себя. С вами был Артем Сивак. Лайки, репосты, не забываем, друзья, только вот это все и как-то подстегивает делать что-то дальше. До новых встреч!